Алиса Супронова, реакция «Моя струна». Ребята, всем привет! С вами Орлеанна. Ну что ж, сегодня я решила исполнить очередное желание своего очень одного активного зрителя, подписчика, который давно уже меня просит сделать реакцию на вокалистку, певицу Алису Супронову. Хочу сказать, что я не слушала раньше вокалистку, но наткнулась на видео, где Алиса была на проекте «Голос». И у меня есть ощущение, что как раз когда я еще смотрела эту программу, это шоу, мне было интересно, и я вроде как видела это выступление. Потому что Алиса заявила тогда, что она не только вокалистка, но и преподаватель вокала. Я помню этот момент, по телевизору я смотрела. И мне этот момент вспомнился. Я сейчас просто видео открыла и поняла, что я видела это выступление. Я помню, как Полина Гагарина сказала, что у меня сейчас... Я немножко в шоке, потому что у меня к вам вопросы в плане вокальной техники, что дыхания не хватает, что еще то-то, то-то, сё-то, я уже точно не помню. Ну вот, сейчас быстро пролистала, и я поняла, что это видела. Причем вот Алиса большая молодец, что я сейчас зашла еще на ее канал, очень много подписчиков у нее, зрителей и поклонников. Это очень здорово. Вот один мой зритель мне скинул как раз видео, которое мы сейчас с вами посмотрим, и написал, что иностранные преподаватели вокала в шоке от ее исполнения, от ее классного голоса. Поэтому, видите, ребята, тут все очень субъективно. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Хотя я сейчас еще ничего не смотрела, я просто говорю, да. Может быть такое, что на проекте «Голос» Алиса просто сильно переволновалась, поэтому у нее перехватило дыхание. Она никогда раньше на телевидении не выступала, и у нее было, ну, знаете, бывает такое, что просто раз, и диафрагма сжалась, и ты уже не можешь просто нормально дышать. Вот, поэтому она спела все немножечко бездыханно. Ну, например, это я так сейчас, опять же, предполагаю. Одно выступление, особенно на таком проекте, это не показатель таланта, не показатель профессионализма. Ну, давайте в этом сейчас с вами, наверное, и убедимся. А если ты еще не подписан на мой канал, то срочно нажимай на красную кнопку внизу, чтобы не пропускать самые интересные, полезные видео для вокалиста и для всех, кто интересуется вокальным искусством. А мы погнали смотреть песню «Моя струна» в исполнении Алисы Супроновой. Исцеление для раненых душ. Эта песня прольется, что сейчас нам слышна, избавляя от нечисти слух. Красиво. Угу. Много холла, правда, слышно, что использовано много холла, но очень красивый теплый тембр. Помните, да, эту песню? Чем-то мне напомнила. Красивый головной субтон. Красивый. И мне нравится, значит, такое, ну, душевное пение тоже здесь, да. Вокалист, он больше, знаете, определяется даже не столько именно техникой, сколько умением раскрывать свою душу через голос. Отделяя от зла наши сердца. И еще она очень классно вплетает эти штрубас или фрай, как это на английском, да. Он причем у нее немножечко так проявляется, не всегда умеет тоже миксовать красиво. Вся же песня моя, на весь мир у меня ты одна. Оставляя потомкам тебя, я уйду от тебя навсегда. Очень красиво, да, правда. И сама очень красивая, очень приятная. И голос у нее с ее внешностью очень сочетается. Вот вы, может быть, об этом раньше не задумывались, но действительно бывают такие вокалисты, которых ты вот смотришь, например, вот человек вот фактурно, он один, а голос у него, ну, совершенно ощущение, что он не подходит. То есть такой немножко, как бы, знаете, диссонанс возникает между голосом и образом, ну, телесностью, да, какой-то. То здесь очень гармонично все.
То есть внешность очень сопоставима с голосом. Техника достаточно крепкая, это слышно. Очень много воздуха. Вот, кстати, по поводу того, что там дыхания нет, это я говорю, что, скорее всего, на выступлении Алиса просто переволновалась, и у нее дыхание сперло. Вот. Уйду туда, где небеса твои откроют ворота, и там на белых облаках. Очень красивая мелизма. Вокалистка, природная вокалистка тоже. Видно, что очень она и технично, и занималась голосом. Ну, понятное дело, если она еще преподаватель вокала, и как бы она не могла не заниматься своим голосом, да? Потому что преподаватель вокала в первую очередь вокалист. Он сначала обучается вокалу сам все это проходит, весь этот путь становления, а потом уже учит других. Вот, поэтому тут как бы странно было бы, если бы она преподаватель вокала, и она бы не пела, да, красиво. Мне нравится. Очень приятное впечатление создает, хорошее. Забуду, что такое страх в объятиях нашего Творца. Открою радостно глаза. Открою радостно глаза. Как бы снятие с опоры, да, тоже как эффект используется. Хорошая. И такой подход у нее сейчас вокальный, такой немного уже с нагнетением, да, уже она больше как бы туда вкладывает какого-то мяса, что ли, голосового. И успокоится душа, иди к своему отца. Красиво, красиво. Очень она умеет классно тоже вот во всех этих режимах одновременно существовать, переходя то с грудного такого плотного звучания на легкое головное субтоновое звучание. Звучит натянута струна, Натянута струна, звучит натянута струна. Она немножечко как бы этот микс расширяет, то есть это звучание микстовое, но она его так открывает больше, чем привычно в миксте, да, и поэтому ощущение складывается, что это даже уже звук ближе к белтингу, хотя это не белтинг. оглянусь, а там ошибок прошлые грусти, да ну и пусть. Да, молодец, хорошая вокалистка, крутая, красивый голос и умение вот это вот переключаться между всеми красками голоса, да, то есть аппарат очень подвижный и гибкий. Подход Алисы мне очень близок, мне очень нравится, как она именно раскрывает себя, конкретно свою краску, которая у нее лучше всего звучит, которая показывает ее голос с наилучшей стороны. Очень круто. Пускай безжалостна судьба, да, но всегда звучит, звучит моя струна. Как она долго тянет ноту, да? Причем эта нота у нее там немножечко, она ее то завысит, то занизит, то завысит, то есть она все время в каком-то немножко обертоне находится, да? Это опять же показатель того, что она очень круто умеет владеть своим дыханием, да? Ребята, поэтому всегда, вот я рекомендую так, не судите по первому впечатлению, судите по второму хотя бы. Всегда старайтесь погрузиться глубже, чем делать первый какой-то вывод, особенно не разобрав ситуацию или особенно не разобрав материал. Сильное дыхание. Излечением душевно больных эта песня прольется по щекам, как слеза, омывая нечисти дух, отделяя от зла чьи-то сердца. Вся повесть, вся же песня моя, на весь мир ты сегодня нужна, завещая потомкам тебя, я умру от тебя навсегда. Очень глубокий текст.
излечением душевнобольных. Ну, вообще, знаете, это такая очень философская тема, да. Душевнобольной, я думаю, что здесь имеется в виду, что у каждого из нас в какой-то степени болит душа в чем-то. Умру туда, где высота, твои откроет ворота. Да. Причем она делает очень такие акцентированные мелизмы. Твои откроют ворота, ворота. Она немножко по-другому делает, как она там делает. Твои открою ворота, та, как бы и сбрасывает вот эти моменты, да? Твои открою ворота. Но она акцентирует мелизмы, то есть они чуть-чуть, она их как бы высветляет, немножко на них как бы надавливает и сбрасывает, да? И там на вечных облаках буду, что такое прах в объятиях нашего Творца. Закрою радостно глаза, и успокоится душа, услышь. И успокоится душа. Интересно она, конечно, вот переключается между этими регистрами. Это вот ее, опять же, уже сформированная такая позиция, как она поет. Как ей идут такие песни? Кстати, вот я поняла, что Алисе надо больше петь вот таких песен. Я люблю тебя. Красиво. Натянута струна, и оглянусь. Оглянусь! Немножко она как бы с натяжкой это спела, да? Да все это очень красиво. Я даже не знаю, какие еще делать комментарии. Ушлая грусть, да ну и пусть, пускай безжалостна судьба, да, но всегда звучит моя струна. Как она круто долго тянет, да, ребята? Ну вот, это только за счет дыхания делается. Это должно быть очень сильное, мощное дыхание. И сейчас слышите, да, что она долго тянет ноты, и где-то у нее расщепление добавляется. Где-то вот чуть-чуть она делает такое легкое расщепление, тоже очень классную краску добавляет. Причем нота немножечко как бы искажается, да, она даже как бы занижается как будто, но при этом классный такой эффект возникает. У меня, знаете, какое, ребята, сейчас впечатление сложилось, что Алиса, у нее школа народного вокала. Почему-то я думаю, что она изначально училась на народном вокале, а потом уже просто продолжала в эстрадную сторону двигаться, потому что по постановке голоса очень напоминает именно народный вокал. Классно. Ребята, ну что могу вам сказать? Мне очень понравилась Алиса Супронова. Классно она спела эту песню, и вообще голос мне нравится. И видно, что она очень, видимо, такая вот, она студийная вокалистка, которая именно в студии очень классно раскрывается. Красиво она использует свой голос, очень он у нее уже сформированный, свой неповторимый стиль, неповторимая манера пения, да, тоже умение, вот эта гибкость переключаться с разных приемов на один. И причем это вот такое все очень плавное, да, где-то она включила в чистом звуке, вдруг у нее получилось расщепление, где-то она просто начала обертон добавлять такой, как бы, да, чуть-чуть ездить по ноте. Ну, это я сейчас прям совсем вкратце, да. Мне очень понравилось, и, скорее всего, у Алисы народная школа. Наверное, может быть, в детстве она занималась народным вокалом. Если это знаете, ребят, напишите обязательно в комментариях, мне будет интересно узнать. В общем, все, что приходит на ум, ребят, пишите. Ну а с вами, как всегда, была ваша Орлеанна, певица и преподаватель вокала. А если тебе понравилось это видео, обязательно поделись им со своими друзьями в социальных сетях. Это поможет развитию моего канала. Я тебе буду за это очень благодарна. Обязательно подписывайся на мой канал и еще увидимся.